Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать результаты эксперимента, который мы начали еще в июле. Немножко напомню вам, что мы начали делать с небольшим количеством орхидей. В июле, когда эти орхидейки отцвели, мы с вами решили сделать такой эксперимент. Сначала мы поливали эти орхидеи удобрением с азотом, с большим содержанием азота. Это удобрение было Фертика, просто универсальное. Кстати, ссылочки сразу я вам говорю, что ссылочки и все подсказочки оставляю в правом верхнем углу экрана и под видео, больше не буду повторяться. Мы с вами удобряли, равное было количество 18, 18, 18. Это 18 азота, фосфора и калия. И, конечно, какое-то количество микроэлементов, но на пакетике там все написано, и кому интересно, проходите, смотрите. Сначала мы их 2 месяца удобряли этим удобрением, потом сделали, когда я уезжала в отпуск, большую длинную просушку, мы их не поливали дней 20, но я вам все это показывала, все ссылочки будут. И после этого я начала удобрять эти орхидеи другим удобрением Фертика, причем не цветочным, а помидорным, вот таким. Здесь присутствовал азот, но это все экспериментально. Присутствовал азот, но калия и фосфора, особенно калия, было 36%. Вот сейчас вам и покажу. Вот здесь на каждом удобрении Фертика показано азота 7,5%, фосфора 12, по-моему, сейчас посмотрю, да, 12%. И 36% калия. Я хотела этим экспериментом вам показать, что без разницы температур эти орхидеи у меня стояли внутри комнаты на полке, там, где нет освещения, там нет естественного освещения, есть просто искусственное освещение. То есть подходят ли нам любые удобрения, только содержание фосфора и калия разные. Мы можем сделать сейчас вывод. Наверное, я вам сначала покажу все-таки, какой же результат эксперимента, а потом мы сделаем с вами вывод. Смотрите, я оставляла 2 орхидейки с цветоносами. Я доставляла даже 3, но у Андоры я потом цветонос старый срезала. А эти... Вот 2, вот это и вот это. Они на старых цветоносах пробудили почки, я не стала срезать. И могу сказать сразу, на тех, на которых были старые цветоносы, они только пробудили почки на цветоносах. Цветоносов они не выпустили. Я вам как-то рассказывала, почему я в зиму срезаю все старые цветоносы. Я хочу, чтобы орхидеи выпустили новые цветоносы и зацвели уже на новых цветоносах. Поэтому вот эти у меня... Здесь выпустила 3 цветочка, здесь, по-моему, 6 цветочков. Вот этот прямо на глазах начинает распускаться, это биглипчик. А вот остальные орхидеи, они выпустили новые цветоносы. Да, практически все. У кого-то уже длинненький цветонос, у Андоры вот большой цветонос стоит. Прямо крепенький такой, хороший. Вот там есть длинные цветоносы. Кто-то только-только начал растить свой цветоносик. Сейчас вам покажу. Вот он еще маленький-маленький здесь. Вот малыш. Только-только проклюнулся. Но все орхидеи реагируют по-разному. У кого-то уже подросшие цветоносы, у кого-то вот малышки еще цветоносы. Единственная орхидея, которая пока не отреагировала никак, это вот эта. Это одна из орхидей, которые мы спасали с вами после 8 марта. Но я понимаю, почему она еще не отреагировала. 2 другие стоят уже с малюсенькими цветоносиками. Это не отреагировало по одной простой причине. Они с азотистым удобрением столько нарастили корней, причем это 2 были орхидейки. Вот одна уже выпустила цветоносик, а другая еще нет. Они столько нарастили корней, а были в очень маленьких горшочках арте. Арте были 0,6. Я сейчас просто в этот период их пересадила. И пересадила буквально недельки 3 назад. Потому что корни были везде. Там было в такой плотной, в горшке такое плотное, огромное количество корней, что
Я даже не знаю почему, но цветонос она растить не хотела. Вот это еще не дала цветоносик. А сейчас покажу как вторую. Я их 2 пересаживала. Сейчас покажу еще одну. Из этой же серии их было 3. Вот я их пересаживала 2. Это не дала цветонос. А это после пересадки. Вот здесь маленькая, малюсенькая пимпочка уже. Это уже пошел цветонос. Вон там крошечка еще. Ну, значит, пройдет какое-то время, и эта орхидейка тоже даст нам цветонос. Какой можно сделать отсюда вывод? Если у вас нет никакого удобрения, например, без азота, то, конечно, можно поливать любым удобрением. Даже можно продолжать поливать орхидейки удобрением, например, Фертика 18-18. Просто будет более длительный период в выпуске цветоносов. Вот в этом удобрении присутствует 7% азота. Поэтому орхидейки, они должны сначала переработать этот азот, а потом только заняться фосфором, калием и выпуском цветоносов. Поэтому вот это удобрение немножко тормозит выпуск цветоносов. Но все равно все выпускается, никаких тут разниц с температурой у меня нет. Все равно орхидейки практически, кроме одной, все выпустили цветоносы, естественно, зацветут. Но все-таки я параллельно с этим проводила еще один свой эксперимент. Но это даже не эксперимент. Я делаю это все время. И в прошлом году, весной вам показывала, вернее, не в прошлом году, а весной вам показывала, что мое любимое удобрение другое. Но мне очень хотелось проэкспериментировать именно с такими удобрениями. И я все остальные орхидейки, после того, как они отцветают, я поливаю, естественно, сначала для роста, для поддержания жизни орхидей. Я беру удобрение с большим содержанием азота. Прямо если нахожу там 30% азота, а я нахожу сейчас такое удобрение, я поливаю с 30% азотным удобрением. И это длится где-то месяца 2. А потом я начинаю удобрять вот таким удобрением. Я его вам уже не раз показывала и не раз рассказывала, что это самое бюджетное удобрение, которым я пользуюсь. Просто они сейчас начали выпускать его в 2 разных. Это старая его упаковочка, а это новая его упаковочка. И это удобрение, скажу вам сразу, нравится мне больше. И в субботу я вам покажу орхидеи, которые я поливаю именно монокалием фосфатом. Тоже выставлю вот так большое количество орхидей и расскажу, что я еще добавляю к этому удобрению. И покажу вам тоже результаты полива с другим удобрением. Но если вы не можете не выписать в интернете, кстати, на Wildberries появилось вот это удобрение прям в больших упаковках, и цена у него, сейчас вам скажу, где-то до полукилограммовая упаковка, где-то до 200 рублей. Так что если у вас нет возможности купить это в Ашане, в Ашанах оно стоит от 9 до 10 рублей. Ну, самое бюджетное удобрение. И для меня так самое отличное. Если вы не можете купить такое удобрение, пользуйтесь практически любым удобрением, только смотрите, чтобы в нем как можно для цветения, как можно меньше было количество азота. Но все равно, в любом случае, правильный полив наших орхидей ведет к тому, что наши орхидеи обязательно зацветут. После цветения им нужно обязательно дать азот, для того, чтобы они подросли, для того, чтобы они нарастили зеленую массу, для того, чтобы они нарастили свои корешки. И тогда, после перехода на удобрения с большим содержанием фосфора и калия, они обязательно вас порадуют своим цветением. Давайте правильно ухаживать за орхидеями, не гнаться за какими-то японскими удобрениями. В наших магазинах, в наших садовых центрах
В наших магазинах для сада, дачи, огорода есть прекрасное удобрение, которое дает замечательные результаты и для роста орхидей, и для цветения орхидей. И не надо гнаться за какими-то импортными удобрениями. Очень хочу, чтобы ваши орхидеи порадовали вас цветением и к Новому году, и к весне, и цвели долго и очень красиво. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!